Как в злой сказке, все началось 7 октября рано утром. То есть военных попросили собирать тела? Да. К этому времени вот уже было понятно, что происходит? Нет, Это 3 дня находили тела? тела находили значительно дольше. Заки, А девочки, заки религиозные девочки с не заки смогли. не смогли. Запах. Запах, который ты не мог. Дорога смерти. Да, Та самая. там невиновных нет. Там невиновных нет. Спасибо тебе большое за встречу, что согласился дать это интервью. Мы уже вначале показали, я все-таки хочу сказать голосом, что мне непривычно не обращаться по имени, но в целях безопасности ты в маске, и мы без имени. Ты резервист, ты военный, который имеет отношение непосредственно к 7 октября. У тебя есть очень такая тяжелая и длинная история. Я попрошу тебя просто в рамках хронологии рассказать эту историю. А я уже по ходу, если будут вопросы, обязательно тебя спрошу. Давайте, наверное, начнем так, да? Как в злой сказке, все началось 7 октября рано утром. Как известно, был шаббат. И я получаю телефон от моего командира непосредственного. Он религиозный человек, это шаббат. Я понимаю, что, во-первых, началось с того, что мы получили здесь хорошее количество ракет. Мы все-таки живем где-то на юге, можно сказать, в Ашдоде. И когда мы отсидели свое время в бомбоубежище, вышли назад, я где-то примерно в 8 утра получил телефон от моего командира, прямого командира. И я понял, что я сразу своей жене сказал, что что-то началось нехорошее, потому что когда религиозный человек звонит в субботу, ничего хорошего это не ждет. Он позвонил мне, сказал, приезжай. Я говорю, что? Он говорит, приезжай, бери сумку и приезжай. Примерно в 10 утра я уже был на базе. Бардак, я должен сказать, что от призывников не было отбоя. Пришли все, которые не получили цавшмона. Пришли все. Это во сколько уже было? Часов в 12 Уже. был все, кто живет более-менее близко, были на базе, и те, кто не получили цавшмоны, сказали, мы приезжаем, там разберемся. То есть у нас было 120% capacity. Пришли люди, которые не должны были приходить и никогда не приходили ни на одни тренировки. Собрались, все это начиналось как обычное учение, к сожалению. Под подпись за одно оружие, броники, машины и так далее и тому подобное. И все встречаются, все обнимаются, мы делаем много лет милуем вместе. Пока не пришла просьба. Я даже не могу это назвать приказом. Что такой приказ, я думаю, дать тяжело всем. Пришел мой командир и сказал, нужно ехать к Газе. Не в Газу, а к Газе. Рядом. ОТЭФ, я не знаю. ОТЭФ, да, ОТЭФ. Нужно ехать в ОТЭФ и помогать Заке, помогать собирать тела. То есть военных попросили собирать тела? Да, мы делали это все военные, потому что Зака не справлялась. Как вы знаете, тел было очень много. И там еще шли бои. И мы приехали туда. Вообще, как это все началось, когда он пришел, это сказал, и вся рота стояла вместе. Очень многие потупили и взгляд. Я понимаю, я никого не осуждаю. Потому что это не может, это не каждый сможет. То есть ты должен в таком состоянии, в такой работе работать на автомате. Ты не можешь позволить себе чувства.
Оно потом приходит. Поэтому многие потупили взгляд, я никого не сужу. И вызвался я, потому что я понял, что больше некому. Еще один мужик, ну, наш офицер, старшего звания, чем я, и водитель. То есть 3 человека? Нас было трое от нашей роты. Мгм. Были еще разные цватим, как бы это работало. И мы поехали туда. Центр сообщения был на заправке Дор-Алон рядом с Квишем, дорогой 232. Дорога смерти. Да. Та самая. We have breaking news out of Israel this morning, where Hamas has launched a surprise attack. Израиль подвергся массированному ракетному удару. Боевики Хамаса проникли на территорию Израиля. Today, Israel battled to repel a surprise invasion of its territory. Вранці Ізраїль атакували сектору Газа. Палестинское движение «Хамас» нанесло ракетний удар по Тель-Авіву. Територію громад, розташованих із сектором Гази, увірвалися групи озброєних терористів. The Palestinian group Hamas has launched the biggest attack on Israel in years. Мы приехали туда, первое, что было, прискакали к нам куча гражданских, сказали, я нашел 2 тела, я нашел 3 тела, я нашел это. И мы вот первых, кого мы опознали, был командир полицейской базы. Я не помню, как его зовут, Друз, по-моему, или араб, я не помню. Но вот это первый, который попал в мой грузовик. И после этого они начали первую наглую, первый повоз. Мы ехали, мы почти ничего не собирали, нам просто привозили. На своих машинах, на джипах военных, на Амерах, на этом. Мы нашли 2, брали, мы нашли... И после этого... Тела привозили? Тела. Не Я раненых, говорю не про... Никто. Я не возил раненых. Раненых это для скорой помощи. Я возил только тела. Тела, части тел. Что находили? Это по трассе именно? Это по трассе оттуда мы поехали в Нетивот. В Нетивоте было на кладбище. Развернули центр по первому опознанию. Туда приехали заки, туда приехали с полиции люди, которые делали фотографии, давали номера, чтобы дальше проводить опознание. Там были девочки, очень молодые девочки, заки, более такие, более взрослые мужики. Это была катастрофа. В глаза людям смотреть невозможно было. Мы практически все делали в полной тишине, потому что ты не можешь говорить. Скажи, пожалуйста, вот перед тем, как вас попросили туда ехать, вот к этому времени вот уже было понятно, что происходит? Нет. Вот какая была информация? Просто очень информация, что идут к вечеру, мы понимали, информация, что идут бои. Что происходит? Что в Израиль прорвались террористы. Сколько людей? Сколько людей? Никто ничего не знал. Никто не знал. Я даже больше скажу. Солдаты знали меньше, чем люди, которые смотрели телевизор, потому что я не смотрел в тот момент телевизор. Я занимался какой-то началом военного, подготовки этого. У нас не было ни телевизора вокруг. Мы знали еще меньше, чем люди, которые дома. Но вам просто сказали, что уже есть тела. Уже есть тела, уже надо. Гражданские именно. Да. И когда мы вернулись второй раз, мы поехали на саму дорогу смерти. Там, конечно, там была катастрофа. Там мы ехали в полной тишине. Это было... Это тяжело понять. Это, не побывав в таком месте. Ты останавливаешься возле горелой машины, и ты должен попытаться определить, или это свой, или это террорист, на котором может быть бомба, или это кто это. А некоторые тела были сожженные прямо в машинах. Некоторые тела были изуродованы до такого, что это очень часто приходит во снах потом. До сих пор? Да.
Да. И дело в том, я позже это затрону, дело в том, что даже мясо это не страшно. Это всего лишь тела. Страшно состояние, понимание, когда мы приехали на Нову. И сейчас расскажу. Чуть-чуть раньше. Когда мы собирали тела полностью со всего УТЭФа, мы ездили по всей этой дороге. До того, как мы поехали на саму Нову, в один из разов, когда мы приехали в Нативот разбирать тело, мы сняли свой грузовик, и туда приехал автобус. Приехал автобус, попросил нас освободить место, мы освободили место, он заехал внутрь, открыл то место, где были чемоданы, и это место было полно тел с Новой. Дети. Гражданские Дети, ребята снова. не гражданские, дети в шортах, в майках. Дети, которые поехали танцевать, которые поехали... Секунду. И девочки, которые с нами работали, они не смогли, им было тяжело. И нам с Исафом пришлось разгружать водителям пришлось разгружать этот автобус самим, потому что девочки, которые были, просто не смогли этого сделать. А девочки, это кто ты имеешь в виду? Заки. А Девочки, Заки религиозные девочки Заки. не смогли. Не смогли. И вообще, если меня бы спросили, их нужно приравнять к лохамим, потому что то, что они делали, нормальные люди выдержать не могут. Может, воды, что ли? Сейчас приду в себя. Так мы ездили, пока мы не доехали до... Туда-сюда на Квишамавет, пока не доехали до Мегунит-Ципор. Мегунит — это вот эти бомбоубежища. Мы его нашли. Я туда зашел первый вместе с Исафом. И когда я зашел внутрь, там было около 10 тел, которые разорвало гранатами. А террористы закидывали же гранатами, правильно? И я сказал, что я считаю себя довольно крепким мужиком, морально. И я сказал, что я не могу не потому, что там я боюсь или мне противно мясо. Запах, который ты не мог. Даже 2-3 дня после, купаясь, ты все равно ощущаешь этот запах на себе. Он не смывается. Это запах тел. И при этом, при всем, как я уже сказал, мясо, оно не страшно. Страшно то, что произошло, один из случаев, то, что произошел с нами и в Нативоте. Мы приехали в очередную наглу, собираясь снимать тела, и прибежал один мужик, откинул нас, залез внутрь грузовика и начал искать своего ребенка с новой. Просто... Он начал ворошить тела, искать, где мой сын. Это... Или один из раз то, что мы были, ты загружаешь тело, и у одного из парней в Нове, когда мы уже заехали внутрь в шортиках, здесь торчит телефон из заднего кармана. И ты его пытаешься положить наверх, а телефон начинает звонить. И ты стоишь, думаешь, блядь, а что делать? Что? Как ты можешь? Что ты можешь сказать? Ты не можешь ответить. Ничего, молча положили внутрь. Это продолжалось на протяжении нескольких дней, день за днем, день за днем.
Скажи, пожалуйста, а вот когда вы приехали делать эту работу, я не знаю, как назвать, там слышно была стрельба, Да-да. все это было? Мы ехали рядом с Беэри, там внутри еще шли бои. Шли бои. Это делалось в этот же вечер, когда еще полностью шли бои по всему Тэфу. Вот ты в бои не попал сам, вы не... Нет, мы не Вы именно попадаем. с телами. Мы работали именно с телами, мы внутри не было. Я свое отвоевал внутри Газы, потом, в еще последующее время. Но в то время мы занимались только логистикой. Ну и ракеты свистели, и никуда без этого. Да. На самом деле в такие моменты ты об этом всем не думаешь. У тебя организм работает на автомате, потому что если у тебя ты начинаешь понимать, что ты делаешь и что происходит, и тебе сносит голову. И вы собирали по всей трассе, вплоть до Новой, вот и до кибуцев. То Да, есть вы ехали... Да. и всё Мы ехали, и потом нам по телефону звонили, поехали к Нове, здесь нашли, там нашли. И был координационный центр, который говорил, куда ехать и что брать. А кто кроме вас еще Зака ехала? Ой, там ездила Зака, там ездили еще с Нахаля ребята. И было много цватим. Ты не можешь собрать такое количество людей одним грузовиком. Все тела, они же были, это не от ракет, это именно от террористов, от автоматов, да? От Не какого только. орудия были люди убиты? Не только от автоматов. Там меньше убивали автоматами. Больше убивали руками, больше убивали. Я видел возле Беэри, возле кибуц Беэри, женщину, которой вспороли живот, а плод вытащили на улицу. Ты это видел? Да, я видел это своими глазами. Я видел оторванной головой тяпкой турия. Просто оторванной тупой турией отбитая голова. Они звери. Подожди, то есть, мы об этом знаем, не просто стреляли, то есть они ходили еще, резали вот это все, да? Насиловали, резали, убивали и убивали. Животное убивают для того, чтобы выжить. Они убивают для удовольствия. А тела террористов вы тоже видели? Нет. Мы видели их много, я их не возил. Чисто... Если я мог увидеть, понять, что это вот эта белая Тойота, и внутри сидит какое-то чмо, которое сгорело, я проходил мимо этого. Они еще пару недель там лежали. Мы не трогали. По двум причинам. По причине того, что в тот момент, это последнее, что тебя интересует. Ну да. И по причине той, что ты не понимаешь, что на нем может быть. Может, взрывчатка вот это Да. всякое может быть. Поэтому, если ты мог, не всегда было возможно понять. Но если у тебя как-то ты мог опознать, что это террорист, его не трогали. Когда ты начал понимать, что в итоге произошло? Вот когда уже понятная стала информация, что такое прорыв, сколько террористов, это в 7-го же или все-таки это позже уже? Да нет, уже в ту же ночь ты понимал Годеля Асон, то есть размер трагедии. Трагедия. Когда ты там внутри, когда ты видишь сожженные машины, тела разбросаны, ты понимаешь размер трагедии. Стреляли они из РПГ, вот Да? всеми орудиями по машинам. А были люди, которые пытались проехать гражданские? Например... Когда мы туда попали, было уже темно, это было 8-9 вечера. И нет, мы работали уже в тишине. Не считая... А боев уже не было? Были. А были же все. Я же говорю, мы ехали по трассе еще внутри Беэри, внутри кибуцим стреляли и велись бои. Сколько дней вот у тебя продолжалось это, вот вы собирали? Так вот, чтобы интенсивно, как, по-моему, 3. 3 дня? Да. То есть 3 дня... Не подряд. Мы возвращались, потом вечером... За телами вот. 3 дня. Это 3 дня находили тела? Тела находили значительно дольше. Масса была. Тела находили значительно дольше. Но масса работы была. Первый день был интенсивно, потом все меньше и меньше. Вы в Нову заезжали вовнутрь? То есть ты во Нове тоже все это видел? Я в Нову заехал, когда туда только порцу. Вместе с этими практически через час, через полтора, когда там еще было все свежее и все,
это выглядело, что не дай бог. То есть вот этот бар, где тела, ты это все тоже видел? Где видео есть, где полицейский ходит и спрашивает, есть кто Да. живой. То есть ты там тоже был? Я не видел, как он снимал это видео, но мы их всех грузили. И в мусорке ребята, которые прятались, тоже ты? Я не могу вспомнить какие-то конкретные, как бы эти, оно... Я Довольно много шло на автомате, потому что у тебя мозг отключает возможность чувствовать. И в роще люди были, и В роще, возле деревьев, сгорев, некоторых подожгли, людей. да. То есть сожженные просто... Да, возле дерева сидит горелое дерево и сожженное тело. Это же они чем-то должны облить или... То есть они и это продумали? Я не уверен, продумали или не продумали, или что-то нашли, или был РПГ, но загорел. Я не знаю. То, что мы видели, невозможно увидеть даже в фильмах о Холокосте. Это даже близко не похоже на то, что показывают в фильмах. Зака. Поиск, вызволение и спасение. Истинное бескорыстие. Ортодоксальные евреи из добровольной религиозной организации Зака, на долю которых после нападения боевиков Хамас выпала одна из тяжелейших задач. Одной из целей организации является погребение тел жертв терактов и катастроф в соответствии с их религиозной принадлежностью. Сегодня организация насчитывает более 1000 волонтеров из ультраортодоксального сектора. Решительные люди, занимающиеся святым делом. Там была куча всякого, как мыли, как ребята мыли после каждого раза то, что мы привозили, тела же раздолбанные. И... То есть ты имеешь в виду части тела разорванные, да? Части тела, и грузовик каждый раз вымывали и собирали это все, чтобы можно было похоронить. Вот эти ребята из Заки. Как ребята из Заки справлялись? Я не знаю. Это их Я не работа, знаю. они же такого никогда не видели. А я бы поехал мозгами. Это просто... Поэтому говорю, если меня бы спросили, я начал это говорить, я бы их приравнял к лохамим, они герои. С этим справиться невозможно. После вот этих 3 дней ты дальше все пошел домой? Я был в Милуиме до 4 февраля этого года. Я год и 4 месяца был подряд в Милуиме. Резервистом ты пошел? Да. А как ты справился с этим всем? Тяжело. На самом деле все это, вот то, что происходит со мной, начало ко мне приходить значительно позже. Через сколько? Месяцев, наверное, с полгода. Через полгода это только Оно вот до тебя... как-то сидело внутри, и мы были в интенсивных военных действиях, мы были в интенсивном движении, у тебя не было времени думать об этом. осознать, не думать. Думать это всегда думать, осознать. Осознать. А потом началось... А можешь поделиться, как это проявилось? во снах. Снится стало? Вот эти все, что было? Во снах кто-то звонит, какая-то аллегория выходит, у тебя прыгают эти картинки, и происходит то, что происходило со мной на камере. При этом ты продолжал воевать. Одно другого не касается. Но ты с этим справлялся и шел дальше? Живу ж. А как сейчас у тебя обстоятельства с этим? Нормально. Меня это не коцает каждый в повседневной жизни. Когда начинаю об этом говорить или что-то, или это касается, или еще кто-то погиб, меня ломает. А в повседневной жизни меня это не трогает. То есть посттравма есть, а психологи или что-то... Надо пойти. Жена тоже говорит, что давно надо пойти. Надо пойти, то есть... Ты, наверное, знаешь, да, что в мире у нас идет большая информационная война против Израиля, и кибервойна. Вот в мире, да, в соцсетях, вот эти все пропалестинские каналы, арабские, там еще поддерживают ботфермы. Что мы наблюдаем, что... И, естественно, главное, что был вброс, сейчас немножко уже приутихло, уже дошло до многих. Но хотя еще пытаются сказать в мире, и мы наблюдаем это на разных языках в мире до сих пор, не знаю, знаешь ли ты, что пытаются внушить людям, и многие в это верят, что этого не было в Израиле до сих пор. У меня вопрос. Люди, которые считают, что этого не было,
Можешь ли ты им что-то сказать? Нас будут смотреть на русском языке, мы будем переводить на разные языки. Человек, который все это прошел. Ты много сейчас сказал. Но, может быть, есть какая-то мысль людям включить мозги, что произошло, что было и с чем Израиль столкнулся. Да, наверное, не Израиль уже, а весь мир. Дело в том, что то, что я сейчас рассказал, придумать невозможно. И отреагировать так, как я, невозможно. Я искренне желаю почувствовать тем людям, которые не понимают, о чем я говорю, что чувствуется, может не пройти, но почувствовать, чтобы они просыпались с этой херней. Чтобы они жили с этой херней. Те, кто поддерживает этих исламофашистов, должны понимать, что в конце концов они придут и за ними. Где-то у них есть две правды – исламская и чужая. Я думаю, что люди должны понять в мире, понять, что к этому все идет. Что сегодня мы, а завтра это будут они. Это люди, которые просто хотят убивать. Это люди, которые считают, либо ты должен быть мусульманином, либо ты не должен быть. Третьей правды нет. Раньше я был довольно умерен в своих чувствах, и что они здесь, они должны с нами жить. Мы должны как-то с ними договориться, потому что они здесь и мы здесь. А сегодня я понимаю, там невиновных нет. Там невиновных нет.